Друзья, подписывайтесь на все мои соцсети, чтобы быть в курсе всех моих новостей. Ссылки под этим видео. Друзья, всем доброго утра. У меня утро. Сегодня 1 марта. Весна. Наконец-то пришла весна. У нас сегодня -4. Днем вообще обещают +1. Вышла я, значит, поискать вербу. Сейчас пойду за участок, за пределы участка. И еще хочу посрезать веточек черемухи. Вы, наверное, видели уже в моем коротком видеоролике, я показывала черемуху, которая у меня расцвела прямо в вазе, в воде. Еще хочу срезать веток черемухи, поставить их в вазу, чтобы у меня было побольше. Мне очень понравилось, как она цветет. Запах такой по-весеннему совсем уже. Весенний запах черемухи просто с ума сводит. Весна. Весна уже вовсю, хоть и снег лежит, но чувствуется и по солнышку, и вообще. Световой день уже прибавился, весна чувствуется. Взяла я, значит, с собой секатор. Вот, сейчас буду искать вербу. Черемуху я знаю где, а вербу еще пока не знаю. В общем, иду искать. Вот, значит, справа от меня вот эта вот черемуха. А вот вербу я не знаю где. Уже, знаете, слышатся звуки трактора, звуки бензопилы. Кто-то что-то начинает уже пилить, на тракторе возить. Прям уже чувствуется, начинаются весенние работы аж с 1 марта. Вот, зимой было-то тихо, вообще ничего не слышно. В общем, иду вербу искать. Я даже не знаю, как ее определить по почкам. Вот это ведь точно не верба. Это какое-то дерево, я уже не помню, как оно называется, но это не верба. Сейчас вот здесь посмотрю, чуть-чуть подальше. Здесь кто-то вот дорожку протоптал даже. Кто-то ходил. Кто-то ходил, здесь кто-то ходил. А вот это следы мои, кстати. Когда я в лес ходила, вон туда в поле уходит. Здесь я возвращалась домой. Срезала, уходила вон там, тем путем. А здесь решила срезать, чтобы путь покороче был. Обратно было идти уже тяжело. Ох, как снег искрится, как искрится снег. Как бы вам показать-то, что он искрится. На солнце просто. Как искрится снег. Сначала поищу вот здесь, вот в поле рядом. А потом, может быть, за свой участок еще схожу. Там вроде бы что-то похожее было, особенно возле речки. Боже, какие тут сугробы-то. Ух ты, смотрите, лапы. Это какая-то большая собака, а может быть, даже лиса ходила. Хотя, судя по тому, что следы с поля, скорее всего, это крупная лиса. Да. А вы говорите, Наташа, как ты не боишься? Да у меня вон за огородом лисы ходят. И ничего страшного. Вот мне кажется, это верба. Да, точно, это верба. Она уже расцветать начала. Обычно верба в наших краях распускает почки в конце апреля, но сейчас 1 марта. Так, друзья, чтобы вы понимали, как я снимаю видео, вот стоит штатив. А то мне тут кто-то в комментариях пишет: Наташа, если тебя кто-то снимает, значит, ты не одна. Тебя же кто-то снимает. Вот, друзья, кто меня снимает. Показываю. Где-то в каком-то видео я уже показывала. Не знаю, почему люди такие так думают. Но сейчас буду выставлять кадр, вставлять телефон вот в этот держатель. Будет у меня такой вот штатив. Снимать, как я срезаю веточки, вам показывать. Вот такая вот жизнь блогера, друзья. Я бы, конечно, рада, чтобы меня снимал какой-то оператор. Но пока вот так, пока так. Вот я взяла секатор. Чик-чик-чик-чик. Вообще, проживая здесь, я заметила, что у меня в каждый сезон появляется на столе какой-то свой особый сезонный букет. Например, осенью я собирала
травку, которая с такими пушистыми колосьями. Может быть, кто-то помнит. Я показывала в фотографиях в своем телеграме и на видео тоже, как я собираю эту траву. Зимой у меня на столе традиционно стоит букет из голубых и обычных елей, которые я собираю на своем участке. Летом у меня стоит ваза цветов из своего сада, а весной, как правило, это букет сирени, черемухи и вообще всех цветущих, которые весной цветут. Вот, друзья, она собирала такой небольшой букетик вербы. Пойду его домой в вазу поставлю сразу, а потом приду еще за черемухой. Вот такая композиция у меня получилась, друзья. Не знаю, отсюда видно или нет. В общем, воткнула сюда еще веточки сосны, помимо вербы. Вот так вот она выглядит. Вечером верба уже распустила свои пушистики. Чуть больше они раскрылись. И также я украсила этот букет гирляндой на батарейках. И получился очень атмосферный такой вот букет вместо настольной лампы. Мне кажется, очень хорошо смотрится, атмосферно, уютно. Очень люблю такие букеты, и без них, если честно, я уже не представляю свой кухонный стол. Мне кажется, он пустым, если на нем не стоит ваза вот с каким-нибудь атмосферным букетиком. Кстати, помните, я собирала шишки в лесу, когда гуляла на прогулке? Они вот так вот раскрылись, и они безумно вкусно пахнут. Я прям их держу вот здесь вот на столе, в чашечке. Периодически беру их и нюхаю, как будто вот лес нюхаю. Так вкусно они пахнут. Я не знаю, как вам передать. Запах просто обалденный. И фитонциды полезно нюхать такое, да. Сегодня вот буду париться в бане, попробую их еще в бане заварить. И вот этой водичкой тоже помыться. Будет, наверное, обалденно пахнуть в парилке вот этими шишками. Вот выпустила Тришу. Она все время боится выходить на улицу. Вот только когда солнце, она периодически просится на крыльцо. Вот я ее прям заставляю гулять. Смотрите, смотрите. Смотрите, что делает. Сейчас она побежит на это. Здесь все понюхает и побежит опять домой. Смотрите, как она все обнюхивает. Остерегается всего. Все проверяет. Еще она сильно боится Васи. Вася вроде ее не трогает, но она так кричит. Когда он подходит, просто понюхаться с ней, она начинает орать, шипеть. Прям очень сильно Вася боится. И вот она его видит где-нибудь за метра 2-3, сразу бежит куда-нибудь прятаться. Но он очень часто здесь на крыльце сидит. Вот она, видите, его запахи, наверное, вынюхивает. Триш, весной пахнет, да? Весной пахнет. Ой, хвостом крутит как. Вынюхивает все. Триша, кс-кс-кс. Весна, скажи, пришла. 1 марта сегодня. Вот так вот, скажи, как хорошо все понюхать. Вот она хоть погуляет немного. Но ей, похоже, нравится. Она хоть и боится, но вот с ней надо сидеть на крыльце и выгуливать ее. Потому что любой шорох, там машина вот где-то здесь подъедет рядом, или соседи выйдут, и она тут же прячется. Триш, ну, пойдешь домой? Вышла, значит, порвать черемуху. Смотрите, какой интересный пейзаж нам открылся. От черемухи аж 1, 2, 3, 4, 5, 6 полос от самолета. Но вот скажите, бывает ли такое от простых самолетов одновременно 6 штук? Мне кажется, это не простые самолеты. Очень много споров на эту тему. Я уже тему химтрейлов я уже говорила в каком-то своем летнем видео. Повторяться не буду. Иду рвать черемуху, короче. Вот, значит, друзья, я нарвала вот такой вот букетик. Вот эти вот корешочки, они невероятно вкусно пахнут. Если их понюхать черемухой, мне кажется, если запарить в бане их, они тоже будут очень вкусно пахнуть. И вот здесь уже видно такие вот наклевываются почечки. У нее поставлю сейчас в вазу, она в тепле отойдет и будет тоже у меня цвести. Я их поставила в отдельную вазу. Вот. Надеюсь, что они у меня в тепле тоже раскроются. Друзья, расскажу вам, как у меня продвигаются дела с рассадой. У меня много новостей о рассаде. Значит, у меня повадились кошки ее есть. Я написала об этом в Телеграм. Они у меня очень много сожрали рассады.
Я очень сильно расстроилась, короче. Написала об этом в Телеграм. И мне в чате порекомендовали, значит, надеть вот такие вот душевые шапочки, чтобы они ее не трогали. Вот, в общем, вот эта рассада, которая у меня выжила, бычье сердце, томаты. А я еще после того, как у меня кошки сожрали, еще стала высаживать еще семена. То есть, получается, вот эти у меня когда высажены? Так, эти 5 февраля высажены. А вот это я сажала 23, по-моему, числа или 24. Ну, короче, вот так вот, друзья. Они у меня пожрали очень много рассады. Я хотела их, значит, ставить в отдельную комнату, но она оказалась слишком холодной для рассады. Во-первых, там темно, во-вторых, холодновато. Вот, в общем-то, от 23-го вырастает, а вот что осталось от 5 февраля, то, что я высаживала. Вот еще росточек пошел, вот еще пошел росточек. Ну вот еще наклевывается маленький. В общем-то, вот так дела у меня обстоят. Сейчас давайте я вам еще покажу. Вот, еще у меня 2 выжили бычьих сердца от кошек. После кошек. Но видите, они даже погрызенные немножко. Не знаю, вот как у них будут дела дальше продвигаться. Я на всякий случай насажала, друзья. Вот видите, еще маленькие какие росточки. Вот, вот еще насажала. На всякий случай еще 23 февраля насажала. Вот это вот, значит, полосатый шоколад. У меня остался один, выжил. Остальное все сожрали кошки. Но я, конечно же, еще купила пакетик и насажала. Вот у меня начали наклевываться. Вот, вот. Надеюсь, что все-таки вырастет. Так, вот здесь у меня, значит, растут перчики. Это у меня, значит, перец, сейчас скажу какой. Уже так вымахал. Перец маврас. Вот это маврас у меня. Видите, тоже кошки грызли его. Видите, он погрызенный. Но я его спасла все равно. Уж немножко покоцанный, но спасенный. Вот это, значит, у меня, кажется, уже вымахали так. Сейчас скажу. А, это уже баклажаны Шарапова у меня уже такие большие. Вот это вот перчик богатырь. У меня вот такой вот уже. Вот он уже вот так вот вымахал. Смотрите, какие у него большие росточки уже. В общем, вот это богатыри. Это баклажан Шарапова. Это перец маврас у меня получается. Друзья, у меня начали всходить дыньки и арбузики. Вот это, по-моему, дынька. Да, это дыня Мазин, не знаю, как правильно. Это те самые французские семена, которые скороспелые, у которых 100% схожесть. Так, вот это вот, это арбуз. Вот у меня еще арбузы здесь сходить начали. Тоже французские семена. Вот видите, уже большие какие эти. Здесь вот наклевывается, здесь. Здесь пока ничего не видно. Вот здесь Мася вынюхивает все. И у меня еще очень хорошо взошла тыква, друзья. В этом году я хочу посадить тыкву с рассады, чтобы она у меня пораньше вызрела. Ну и семенами в открытый грунт я тоже буду сажать, когда будет уже оттепель. Вот здесь у меня взошла дыня, семена которой я взяла из магазинной дыни, когда покупала летом. Я не знаю, что это за сорт, но, скорее всего, колхозница, потому что я покупала в основном только колхозница. Вот. А остальные арбузы и дыньки у меня не взошли. Я имею в виду те, которые я брала из магазинов арбузов и дынь. Вот, а здесь вот схожесть, конечно, хорошая. Сейчас вот еще другие посмотрю. 8 штучек еще у меня не взошли. И у меня есть еще надежда, что они взойдут. Посмотрим. В общем, вот, сейчас я полью их и, наверное, пересажу перец маврас в более большие стаканчики, чтобы ему было комфортнее расти. В этих маленьких ему, видите, уже как плохо. И, наверное, богатыря тоже буду пересаживать. Посмотрим. Ну и тыкву тоже пересажу в большие стаканчики, большие плошечки, чтобы ей не тесно было. Вон, видите, как кошки погрызли листья у тыквы. Вот засранки, а. Взяли все и сгрызли. Вот так вот от них надо прятать. Так, значит, забыла сказать, арбузы и дыни в этом году я буду сажать исключительно под укрытие, потому что в прошлом году у меня побил их град. К тому же у нас очень часто по поздней весне заморозки бывают. Придется их высаживать под укрытие. Буду делать шпалеры, какой-нибудь пленкой накрывать их, короче. Надеюсь, в этом году у меня получится вырастить арбузы и дыни. Предвосхищаю, что здесь сейчас меня начнут учить, как нужно
обходиться с кошками, что нужно высаживать им травку, чтобы они не грызли рассаду. Но, друзья, у меня на подоконнике круглый год стоит вот такая вот в горшках зелень различная. И мята, и петрушка. Вот белка здесь мяту грызет. В общем-то, им хватает зелени зимой. Однако кошки очень любопытные животные, поэтому они едят все на своем пути, все, что им интересно. И никак я не могу их от этого оградить, скажем так. Но хорошо, что я иногда спрашиваю у вас совета. Вот, в частности, в телеграм-канале я иногда спрашиваю, как поступить. В общем-то, мне хорошую рекомендацию дали. Благодаря этим вот душевым шапочкам, которые я надеваю на рассаду, они больше не проявляют интереса к моим многочисленным горшочкам и вот все-таки начинают грызть то, что им положено. Кстати, старшие кошки вообще не проявляют никакого интереса к рассаде. Например, Вася, Триша, Буся вообще не трогают рассаду. А вот младшие кошки, Кнопа, Мася, Белка, они прям очень активно ее грызут. Поэтому приходится прятать рассаду душевыми шапочками от них. Но витаминов, как видите, им все-таки всегда достаточно. И петрушка, и мята всегда на подоконнике. Кстати, совсем недавно я начала читать книгу «В лесах и на горах» Мельникова-Печерского. Оказывается, этот писатель написал о бытии и культуре крестьян XVIII века в нашей Нижегородской области. То есть книга «В лесах» была написана о севере части Нижегородской области, как там жили крестьяне, а книга «На горах» была написана о южной части Нижегородской области, как в ней быт и культура крестьян складывались. И мне стало интересно почитать, потому что я была и в северной части Нижегородской области, и проживаю сейчас в южной части Нижегородской области. В северной части области у нас располагаются глухие непроходимые леса, где водятся крупные животные, такие как медведи, волки, кабаны, лоси. Там же располагается священное озеро Светлояр, куда стекаются паломники со всего мира. Я там была не раз. Но в южной части области холмистая местность, более редкие низкорослые леса, где сейчас проживаю я. Послушайте кусочек из этой книги. «Пусти нас, мамонька, с девицами снежок пополоть», просилась меньшая дочь у Аксиньи Захаровны. «В уме ль ты, паранька?» строго ответила мать, набожно кладя под окнами мелом кресты. «Приедет отец, да узнает. Что тогда? Да ведь мы не одни. Все девицы за околицей. И мы бы пошли», заметила старшая, Настасья. «Пущу я вас ночью с девками. Как же? С ума своротила Настенька. Ваше ль дело гулять за околицей? Другие пошли же. Другие пошли, а вам не след. Худой славы, что ли, захотели?» «Какой же славы, мамонька!» приставала Параша. «А вот как возьму листовку, да ради Христова праздника отстигаю тебя», с притворным негодованием сказала Аксинья Захаровна. «Так и будешь знать, какая слава. Ишь, что вздумала? Пусти их снег полоть за околицу. Да теперь поди чай парней-то туда, что навалило. И своих, и из Шишенки, и из Назаровой. Долго ль до греха? Девки вы молодые, дочери отецкие. След ли вам по ночам хвосты мочить?» «Да пошли же другие», настаивала Настя. Очень ей хотелось поиграть с девицами за околицей. «Коли пошли, так туда им и дорога», ответила мать. «А вам с деревенскими девками себя наряду считать не доводится». «Отчего же это, мамонька? Чем же мы лучше их?» спросила Настасья. «Тем и лучше, что хорошего отца дочери», сказала Аксинья Захаровна. «Связываться с теми не след. Сядьте-ка лучше, да псалтырь ради праздника Христова почитайте. Отец скоро с базара приедет, утренню будем стоять».
Помогли бы лучше Евпроксеюшке Маленну прибрать. Дело-то не в пример будет праведнее, чем за околицу бегать. Так-то? Да, мамонька, заговорила была Настя. Нам бы с девушками посмеяться, на морозца поиграть. Сказано не пущу, крикнула Аксинья Захаровна. Из головы выбрось, снег полоть. Ступай, ступай в Маленну. Прибирайте к утренней. Эки бесстыжие, эки вольные стали, матери не слушают. Нет, девки, приберу вас к рукам. Что вы думали за околицу? Да отец-то съест меня, как узнает, что я за околицу вас ночью отпустила. Пошли, пошли в Маленну. Помялись девушки и со слезами пошли в Маленную. Ишь, что баловницы выдумали, ворчала Аксинья Захаровна, оставшись одна, и кладя меловые кресты над входами и выходами. Ишь, что выдумали, снег полоть. Статочно ли дело? Сведают, что Потапа Максимыча дочери по ночам за околицу бегают. Что в городу скажут по купечеству? Срам один, просто срам. Долго ль девкам навек ославиться? Много недобрых-то людей. Как пить дадут, наплетут. В общем, если вы интересуетесь историей, то наверняка вам будет интересно послушать, как жили нижегородские крестьяне в XVIII веке, какой у них был быт, уклад, как вообще все было устроено. Мне самой было интересно послушать. Если вы тоже читали эту книгу, поделитесь впечатлениями в комментариях, мне будет интересно почитать. Кстати, комментарии можно писать не только на Ютубе, и в Телеграме, и на Дзене, и также еще у меня есть сообщество ВКонтакте, там, кстати, очень удобная площадка для комментариев, там можно показывать в комментариях картинки, видео вставлять, в общем, заходите в мое сообщество ВКонтакте, там у нас тоже очень интересно, ссылку оставлю под этим видео. Кстати, хочу вам показать, в чем заключается моя работа. Вот здесь я сижу, работаю за ноутбуком. Так я работаю 5 дней в неделю по 8 часов. Это очень кропотливые задачи, и на видео вы видите одну из многочисленных задач, которые я выполняю на работе. В общем-то, вот так выглядит моя удаленная работа. И, как вы понимаете, у меня совсем немного времени остается на какие-то бытовые заботы. И большинство дел я делегирую наемным работникам. Конечно, по понятным причинам, если бы я была не одна, если бы у меня был муж, то у нас бы обязанности перераспределялись, кто-то бы зарабатывал деньги, кто-то бы занимался домом, бытом. Ну, а я одна в семье кормилица, как говорится, кошки мои пока не научились работать. Вот, кстати, одним из таких бытовых дел является топка бани. Я очень люблю раз в неделю натопить баню, но обычно успеваю ее только к вечеру натопить, поэтому парюсь и моюсь в ней уже достаточно поздно и возвращаюсь с налобным фонариком. Многие мне говорят: Наташа, как тебе не страшно одной ходить по темному участку? Но я вам хочу сказать, во-первых, мой участок огорожен забором, а во-вторых, я считаю, это некого рода романтика даже. Вот, например, пока я здесь шла, я услышала, как кричит сова, которая сидит на дереве возле моего дома. Сейчас я вам поставлю звук, вы тоже послушайте. Кстати, как вы считаете, что это за птица? Может быть, это филин, может быть, это не сова, я не знаю, по звуку не могу определить. Эту сову видела даже моя соседка, когда выходила в сумерках, видела, как она открывает желтые глаза, видела, что это очень крупная птица. И мне кажется, это та самая сова, которая ко мне прилетала в прошлом году. Просто она немножко подросла. Может быть, вы помните, кто смотрел мой блог в прошлом году. Ко мне прилетала сова и прямо садилась на ветку дерева, которое находится перед моим окном.
Ну а днем уже мой слух ласкают свирели синиц, которых я подкармливала всю зиму. Послушайте. Ну а на сегодня все. Вот такой вот деревенский весенний влог у меня получился. Надеюсь, что он вам понравился. Благодарю вас за лайки, подписки, просмотры, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.